Всем доброго времени суток, меня зовут Надежда, я рада приветствовать вас у себя на канале. Сегодня предлагаю вместе со мной связать вот такую модельку тапочек-следочков для дома. Они связаны на размер 39 плюс-минус полразмера. Могут тянуться от 38 до 40, даже можно взять плюс-минус один размер, поскольку здесь у нас платочная вязка, и все зависит от полноты вашей ноги, да, и от высоты, скажем, вашего подъема, поэтому плюс-минус полразмера, а то и размер у них допускается. Вяжутся они просто, легко, справится даже начинающая рукодельница. Пряжа может быть абсолютно любой. В мастер-классе я буду все цифры называть в сантиметрах, только потому, что мы с вами вяжем из разной пряжи, разными спицами, и у нас с вами разная плотность вязания. Как померить плотность вязания, я тоже оставлю ссылочку в описании, чтобы вы смогли рассчитать вашу плотность вязания в сантиметрах и уже варьироваться именно на нее, поскольку здесь у нас снимается 2 мерочки всего, высота вот этой пятки, подъема для пятки, да, и длина стопы в сантиметрах. Здесь отсюда будет варьироваться наша с вами длина следочка. Поэтому, кому интересно, как они вяжутся, оставайтесь со мной, а я вам подробно покажу. Давайте рассмотрим основной принцип вязания данных следков. Следки вяжутся одним полотном. Полотно я отделила на 3 части. Средняя часть у меня составляет 16 сантиметров. 2 боковые части составляют по 13 сантиметров. Итого у меня длиной полотно 40 сантиметров. Высота его составляет вот это 11,5 сантиметров. Это высота вот этой вот части стопы. Да? Стопы от шва до шва, поскольку средняя часть у нас сшивается по стопе. Если вдруг вам нужно пятку сделать пониже, то, соответственно, вы набираете, вяжете не 11,5 сантиметров, да, в моем случае это 30 петель, да, вы набираете меньшее количество петель и делаете не 11,5 сантиметров, а, например, 10 либо 8, тогда вы получите пониже вот здесь вот изделие. Если вам нужно сделать меньше размер, не 39, как у меня, то, соответственно, полотно само вы вяжете не 40 сантиметров, а, например, 38, 36, там, 35. То есть, если вам нужно убавить размер, то, соответственно, длину полотна вы регулируете уже относительно вашего размера. И тогда уже у вас средняя часть может получиться, например, если вы возьмете 36 сантиметров, да, и сделаете, например, по 12 сантиметров боковые части, то, соответственно, середина у вас тоже будет меньше, да. Здесь у меня посередине 9 дорожек, например, на размер меньше можно 1 либо 2 убрать, желтые, я имею в виду. Ну, если, соответственно, вы будете вязать мужской следок, и он будет у вас без помпона, например, на 40-42 размер, это тоже как вариант, то тогда само полотно вот это вот вяжется длиннее. Но если вам нужна выше, то, соответственно, уже набираете, делаете больше вот эту вот часть. Это единственные, как бы, такие 2 мерочки, которые вам будут необходимы при вязании данных следков. Ну что ж, поехали вязать. Посмотрим, как они вяжутся. Для вязания данной модели следков нам понадобится 2 вида пряжи. У меня это вот такая вот пряжа, это 100% пан, по-моему, если я не ошибаюсь, и пехорка детский каприз. Пряжу подбирайте, чтобы она более-менее у вас совпадала по цветам. Также мне понадобится 2 помпона. Я взяла желтые в цвет. Также мне понадобится спицы. У меня это номер 2. Игла для сшивания, пришивания помпона. Также вам понадобится крючок для обвязки и запрятывания хвостиков, если вы прячете хвостики крючком. Итак, давайте приступать. На спицы самым обычным способом мы набираем 30 петель. Петельки я набрала, и теперь вяжем обычной платочной вязкой
13 сантиметров. Первую кромочную во всех рядах мы снимаем. Вяжем во всех рядах 3 петли лицевыми. Последнюю кромочную мы будем во всех рядах провязывать изнаночной петлей. И так вяжем 13 сантиметров нашей основной ниткой, да, основного цвета. Количество рядов принципиально не говорю, потому что пряжа у нас может быть абсолютно с вами разной, спицы тоже, и, естественно, плотность вязания от этого будет варьироваться, и число рядов, соответственно, тоже. Поэтому замеряем в сантиметрах, провязываем 13 рядов и возвращаемся. Будем с вами добавлять нить желтого цвета. Я провязала 13 сантиметров моего основного полотна, и теперь я буду вводить желтый цвет. Желтый цвет для вот этих вот полосок. Их у меня 9 штук, и здесь в данном случае желтые полоски. Вяжутся лицевой гладью, коричневые вот эти платочной гладью, да, и будем сейчас вводим с вами желтый, нить желтого цвета. Первую петлю кромочную мы будем провязывать сейчас при смене цвета желтой нитью. В следующих рядах ее будем снимать, когда будем провязывать, скажем так, наши полоски желтые. Провязываем нить желтым цветом кромочную, снимаем ее же. Здесь нам немножечко нужно подтянуть нить основного цвета, дабы ее зафиксировать, да. Ну, потом еще это все дело поправим. Здесь хвостик я фиксирую следующим образом. Здесь немножечко мне нужно его оставить, чтобы потом поправить, когда будем формировать место для помпона. Здесь я его фиксирую следующим образом. Следующую вторую петлю я провязываю основную нить желтого цвета вместе с хвостиком. Вот так вот, да, зафиксировали. Теперь хвостик можно наш вот этот длинный убрать, да? Вот таким вот образом снимаем его и вяжем до конца ряда уже нитью желтого цвета. Кромочную последнюю петлю провязываем изнаночной петлей. Вяжем ряд до конца, он у нас лицевой. Лицевыми петлями мы вяжем в лицевом ряду желтым цветом. В изнаночном ряду мы будем желтым цветом вязать изнаночными петлями. Вяжем до конца. Довязали лицевой ряд желтым цветом, разворачиваем на изнаночную сторону наше полотно. И изнаночный ряд мы вяжем в желтом цвете уже изнаночными петлями. Здесь, повторюсь, желтые наши полоски вяжутся лицевой гладью. Поэтому в изнаночном ряду мы вяжем изнаночными петлями. Вяжем наш ряд до конца, последнюю кромочную также изнаночной петлей. Провязали и разворачиваем наше вязание на лицевую сторону. Развернули и теперь вяжем еще 2 ряда желтого цвета. 2 ряда я провязала, нам нужно 4 ряда. Да. Наши полоски вот эти, они состоят из 4 рядов, 2 лицевых, 2 изнаночных. 2 ряда у меня уже провязаны, и вяжем еще 2. 1 ряд лицевыми, 1 ряд изнаночными. Вяжем самостоятельно и возвращаемся, будем менять опять с вами цвет на основной, на коричневый. В данном случае у меня, да, у вас он может быть другим. Провязала я 4 ряда желтым цветом, 2 ряда лицевых, 2 ряда изнаночных, что у нас равняется одной полоске желтого цвета. Теперь мы переходим на нить основного цвета, и здесь уже наша полоска вяжется платочной вязкой, где все ряды у нас вяжутся исключительно лицевыми петлями. Здесь, опять же таки, при смене цвета мы провязываем первую кромочную петлю нитью основного цвета, провязываем и снимаем, желтую нить фиксируем и вяжем 4 с вами ряда нитью основного цвета. У меня это коричневая, а у вас может быть другая. Вяжем 4 ряда, 2 ряда лицевых, 2 ряда изнаночных, и вяжем платочной гладью, в которой все ряды вяжутся лицевыми петлями. Провязываем 4 ряда и обратно меняем цвет на желтый. Провязала я 4 ряда платочной
вязкой основного цвета. Дальше мы будем вязать, продолжать таким же образом, вязая нить, ввязывая, да, желтого цвета, и при смене мы первую кромочную провязываем. Вяжем среднее 16 сантиметров. В моем случае это получается 9 дорожек желтого цвета, вот таких вот. У меня их получается 9. Если вы вяжете на размер меньше, у вас может быть их 7 или 8, потому что здесь как бы мы регулируем размер именно длиной самого полотна. Провязываем таким образом середину с желтыми полосками 16 сантиметров. И потом провязываем, уже продолжаем вязать нитью основного цвета вот этих изначально 13 сантиметров. Вяжем сейчас середину, состоящую из 9 желтых дорожек и равняющуюся в моем случае 16 сантиметрам. И потом уже довязываем остальную часть нашего слитка, вот эту основным цветом, которая у нас с вами состоит из 13 сантиметров. Довязываем и закрываем любым удобным способом закрытия для вас. Вяжем прямое полотно по принципу обычной платочной вязки, и в середине меняя цвет с коричневого на желтый. Довязываем самостоятельно, закрываем петельки. У меня уже готово мое полотно. Выглядит оно вот так, и мы будем приступать его уже собирать. Сшивать мое изделие я буду по лицевой стороне. Я уже вдела нить в углу и начинаю сшивать. Сшиваю, поднимая, вставляя иглу под 2 дужки края изделия, вывожу ее вместе с нитью. И далее с обратной стороны опять вставляю иглу под 2 дужки изделия, да, и вывожу с противоположной стороны под 2 дужки. Выводим иглу с ниткой и таким образом сшиваем наше изделие. Единственное, что контролируйте полотно, чтобы оно у вас не было перетянутым, перекошенным и со всеми вытекающими, что с этим связано. Либо в каждую дужку, либо через дужку попробуйте, в зависимости от толщины вашей нити, как вам понравится больше. Можно так, можно так. И таким образом сшиваем наш следок. Здесь получится у нас, если до сшивания момента именно здесь, да, стыкуется задник и сшиваем. У нас получится серединка, одна полоска именно должна выходить вот таким вот образом. Здесь стыкуем тоже в равных пропорциях, чтобы не перекосило полотно, и таким образом сшиваем полностью вот наш задник и стопу. Я сшила изделие по подошве, у меня выглядит вот так. Теперь, смотрите, у меня осталось 2 хвостика от желтой нити. Один здесь, да, где я закончила ряды, и вот здесь, где начинала, да. Нам нужно немножечко сейчас подсобрать вот эту вот часть нашу с полосками, чтобы немножечко сформировать, потому что, как вы понимаете, данная конструкция на данном этапе выглядит вот так, и на ножку ее не оденешь. Что я делаю? Я уже всунула нить в иглу. Я намеренно оставляю в таких случаях хвостик подлиннее, чтобы можно было им воспользоваться, не обрезая дополнительную нить от моточка. С изнаночной стороны я начинаю, ввожу в каждую вот эту дорожку иглу, да, вот в желтую ввела, с коричневой вывела, в желтую обратно ввожу, с коричневой вывожу и протягиваю, немножко стягивая полотно. Вот так. Так делаю до конца, до последней нашей желтой дорожки. Собираем на иглу наши полосочки, вот эти цветные. Так. И последний прокол я делаю в иглу, именно иглой, да, я делаю в коричневую боковую сторону. Вот так. Выводим нашу иголку с нитью. Вот, мои проколы, они видны. И теперь я немножко так вот стягиваю полотно, чтобы образовалось такое небольшое колечко у нас образуется. Дальше
смыкаю вот здесь рядом с желтой полоской, поскольку я здесь вывела из коричневой боковой стороны, да, сюда вот в коричневую боковую сторону я слегка ввожу спицу обратно, чтобы сомкнуть вот эту вот часть нашу максимально, да. Вот как это выглядит на данном этапе. Вот так. И здесь остается такой небольшой как бы кружочек, но который легко прячется вот этими помпонами. Можно, кстати, вместо помпона сделать какую-нибудь красивую брошечку или связать цветочек крючком. На ютубе подобных мастер-классов тоже хватает. Это вам как вариант. Не обязательно делать, допустим, помпон, если у вас нет подходящего в цвет, да. Еще раз вот здесь вот прохожу, скажем, делаю 2-3 прокола вот таким образом, да, чтобы немножко зафиксировать нашу вот эту часть, чтобы она у нас не расходилась. Вот здесь, да, вот так еще раз, и вот здесь еще раз. Так, вывожу на изнаночную сторону иголку. Теперь нам нужно пришить помпон. Помпоны у меня обычные покупные, в магазине покупала. Можно сделать самостоятельно. Как их сделать, ссылочку оставлю в описании под этим видео, как делается помпон из нитей без специального приспособления, если вам это нужно. Дальше. Вот сюда, вот в центр, я теперь с изнанки вывожу иглу, центральную часть вот нашего следочка, и немножко захватывая полотно с одной стороны. Вот так. Берем помпон, насаживаем на нашу иглу. Вот так. И насквозь его я протыкаю. Так, проткнула. И теперь на обратную сторону. Теперь делаем такое же действие, только с противоположной стороны. Вот моя игла. Здесь вот я вывела, чтобы более аккуратно и лаконично смотрелось, заводим иглу рядышком, вот здесь. И выводим на изнаночную сторону. Таким образом пришиваем наш помпончик. Все хвостики прячем удобным для вас способом. Излишки нити обрезаем. Помпон пришит, тапочек собран, и теперь мне нужно сделать вот такую вот обвязочку, да. Обвязку я делала обычными столбиками с одним накидом. Делается это очень просто. Крючок заводим, первую петельку, поднимаю я вот так. Просто вывожу, так. У нас хвостик, мне нужно, я его сразу фиксирую. Я его отправляю в накид и во вторую петлю, вот так. Делаем накид, выводим вторую петельку. Вот так. Теперь излишек хвостика отправляем на изнанку, его можно будет запрятать. И вяжем обычные столбики крючком. 2 вместе один раз и 2 вместе крючком второй раз. И таким вот образом, просто столбиками с одним накидом я делаю такую обвязочку. Обвязку можете подобрать уже на свой вкус и своим цветом пряжи. Можно основным полотном, можно в тон ваших дорожек, либо взять контрастный цвет. Это уже абсолютно по вашему желанию и на ваш вкус. Делаем обвязку до конца. Излишки нити обрезаем, хвостики прячем любым удобным для вас способом. И в итоге вот такие следочки у нас получаются. Как вы могли видеть, вяжутся они быстро, просто можно связать из любых остатков. Вместо помпонов можно взять брошки, помпоны можно как купить, так и сделать самостоятельно. Ссылочку, как сделать помпон, я оставлю в инфобоксе. Я надеюсь, была сегодня вам полезна. Если это так, жмите пальчик вверх этому ролику. Не забывайте подписываться на канал, будет еще выходить много полезных, интересных роликов на тему вязания и не только. А у меня все. Спасибо за внимание и пока.